Здравствуйте, друзья! Вы готовы узнать новые тайны? Секретный проект «Колокол». Есть многие вещи, которые мы не в состоянии понять, но их необходимо использовать, в том числе силами дилетантов. Генрих Гиммлер. Правящая элита Германии времен Второй мировой войны надеялась на некое супероружие, которое позволит им избежать поражения в попытке захватить весь мир. Одни ученые считают, что это была лишь уловка, однако наличие серьезных исследовательских лабораторий говорило о том, что подобные опасения могли подтвердиться. В них были задействованы лучшие умы Европы, которые трудились над различными проектами, зачастую весьма необычными. Из показаний обергруппенфюрера СС Якоба Шпоренберга польской и советской разведкам стало известно о существовании проекта «Колокол», явившегося на свет в результате слияния совершенно секретных проектов «Фонарь» и «Хронос». Работы в рамках проекта «Колокол» начались в середине 1944 года на закрытом объекте СС, расположенном неподалеку от Лейбуса, Люблин. После вступления советских войск в Польшу проект был перемещен в замок близ деревни Фауэрштейн, Кшац, неподалеку от Вальденбурга, а оттуда на шахту рядом с Людвигсдорфом Людвиковичи, в 20 километрах от другой окраины Вальденбурга, на северных отрогах Судет. В рамках проекта «Колокол» проводились эксперименты с неким объектом в форме колокола, изготовленным из твердого, тяжелого металла и наполненным похожей на ртуть жидкостью фиолетового цвета. Жидкость хранилась в высоком тонком термосе высотой в 1 метр, упакованном в свинцовую оболочку толщиной в 3 сантиметра. Эксперименты проводились под толстым керамическим колпаком, при этом 2 цилиндра быстро вращались в противоположных направлениях. Один польский исследователь уже длительное время пытается разгадать тайну немецкого колокола, над которым активно велись работы с 1944 по 1945 год. Все оставшиеся сведения хранятся в протоколах, составленных на основе допросов некоторых ученых, работавших над проектом. Ему удалось узнать, что массивный объект, имевший форму колокола, был отлит из тяжелого металла. Внутри были расположены 2 вращающихся в противоположные стороны цилиндра. В полостях объекта находилась некая жидкость, носившая секретное название ксерум-525. Ее физические свойства позволяют предположить, что она являлась ртутью. Единственным отличием являлся фиолетовый цвет. В прочие используемые вещества входили перекиси тория и берилла, они условно назывались легким металлом. Помещение, в котором проводились эксперименты, располагалось в подземной галерее. Его площадь составляла около 30 квадратных метров. Стены были покрыты керамическими плитками с толстой резиновой подкладкой. После окончания каждого эксперимента в течение 45 минут помещение обрабатывалось соляным раствором. Обработку помещения проводили узники концентрационного лагеря Гросс-Розен. Резиновые подкладки заменяли через каждые 2 или 3 эксперимента. Использованные сжигали в специальной печи. Примерно после 10 испытаний помещение было разобрано, а его содержимое уничтожено. Сохранился только сам колокол. Каждый эксперимент длился примерно 1 минуту. В активном состоянии колокол испускал бледно-голубой свет. Ученые держались от него на расстоянии 150-200 метров. Электрическое оборудование в этом радиусе обычно ломалось или происходило короткое замыкание. В радиусе действия колокола помещались различные растения, животные и живые ткани. Во время первой серии испытаний, проводившейся с ноября по декабрь 1944 года, почти все опытные образцы были уничтожены. Жидкости, в том числе кровь, сворачивались и разделялись на очищенные фракции. В тканях растений происходил распад или исчезновение хлорофилла. Через 4-5 часов растения приобретали полностью белый цвет. Через 8-14 часов наступало полное разложение, но в отличие от обычного оно не сопровождалось запахом. К концу этого периода растения обычно превращались в нечто похожее по консистенции на колесную мазь. Во время испытания объект поглощал огромное количество энергии. Любой электронный прибор, находившийся на расстоянии ближе 200 метров от колокола, сразу выходил из строя. Сам объект в активном состоянии излучал слабый фиолетовый свет. Находившиеся рядом представители фауны и флоры мгновенно погибали. Эта же участь постигла и 5 членов первой команды ученых. Перед самым окончанием войны специальная эвакуационная команда СС вывезла колокол и всю документацию в неизвестном направлении.
Ученые, 62 человека, принимавшие участие в проекте, были расстреляны солдатами СС между 28 апреля и 4 мая 1945 года. В документах, с которыми имел возможность ознакомиться польский исследователь Игорь Витковский, упоминалось об участии в проекте «Колокол» профессора Герлаха, руководителя германского уранового клуба, координировавшего усилия научных групп, работавших в области атомного проекта Третьего рейха. Также упоминался доктор Эрнст Гравиц, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС, глава медицинской службы СС, руководитель Главного управления Германского Красного Креста. Именно Эрнст Гравиц курировал исследовательскую работу в различных институтах СС, в том числе эксперименты в концентрационных лагерях. Однако, по словам Витковского, в описаниях, сделанных учеными, работавшими с колоколом, не использовались термины ядерной физики. А во время самих экспериментов не употреблялись радиоактивные материалы. Шпоренберг запомнил термины «вихревая компрессия» и «разделение магнитных полей». О дальнейшей судьбе проекта можно только догадываться. Объект мог быть вывезен в одну из стран Латинской Америки с дружественным гитлеровской Германией тоталитарным режимом. Документы ВВС Аргентины сообщают, что самолеты Третьего рейха действительно приземлялись на территории этой страны. Возможно, на их борту был сам колокол и вся документация. Последние данные, которые так или иначе можно связать с проектом «Колокол», датируются с 16 февраля 1951 года, когда аргентинским ученым удалось осуществить контролируемое высвобождение энергии атомов. Иначе говоря, они смогли создать ядерную бомбу, для которой, однако, не требовались радиоактивные элементы. Про дальнейшие подобные разработки аргентинских ученых история умалчивает. Существовал ли колокол на самом деле и что он мог делать на самом деле? Что вы про это думаете? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.